Всех приветствую на канале. Сегодня у нас обзор, и на обзоре у нас будет аппарат от Saeco из линейки Harmonia. На вторичке сейчас довольно часто попадаются такие аппараты, но найти какую-либо информацию по ним не так-то и просто. Поэтому мы сегодня разберемся, что это за линейка Harmonia, из каких аппаратов состоит, посмотрим на внешние и внутренние строения, протестируем и определим, стоит ли такие модели покупать на вторичке и для кого подходит такая Saeco Harmonia. Сперва пару слов про саму линейку. Выпускались аппараты примерно с 7-8 годов по 12-13. Собирались преимущественно в Италии. По классу их можно сопоставить с последующей линейкой Saeco Poemi или нынешней Gadget Vivo. Но как ни крути, а Harmonia качественно отличалась в лучшую сторону, а топовая модель имела действительно приятные дополнения. Всего в линейке было 3 аппарата, и выполнены они были на Saeco-вской 54 мм группе. Самой младшей была Saeco Harmonia Easy. Выглядела она как и средняя модель, только снизу под словом Harmonia была надпись Easy. По внешним качествам она ничем не отличалась от средней, только внутри стоял бюджетный алюминиевый бойлер на 110 мл и мощностью 1000 Вт. Средняя же модель называлась просто Saeco Harmonia или имела приставку ESE. Она уже имела бойлер из нержавеющей стали с ионной TEN на 900 Вт. А вот у топовой уже были заметные отличия во внешнем дизайне. Она встречалась под названием Saeco Harmonia Nero, Inox или S-Style. Она была полностью оформлена в черный глянцевый пластик со вставкой из нержавеющей стали на лицевой части. Решетка поддона для капель была уже металлической, а платформа для прогрева чашек имела пластину из нержавейки, под которой находился свой собственный нагреватель, который сразу же при включении аппарата разогревал пластину до температуры примерно в 60 градусов, что помогало быстрее прогреть чашки или подсушить их. Такое сейчас практически не встречается в нынешних аппаратах, да и в то время далеко не каждая топовая модель имела платформу для прогрева чашек с активным нагревом от собственного нагревателя. Лично мне попадались такие Saeco Magic с таким нагревателем, и однажды одна была из DeLonghi 700 серии. Ну а сейчас мы начнем внешний обзор. По габаритам это типичная бытовая кофеварка, дизайн вполне приятный, не грубый и не броский. Аппарат полностью сделан из пластика, и металла тут нету вообще. Она легкая, но благодаря ножкам, которые здесь внизу такие антивибрационные ножки есть, по столу от вибрации она не катается и чашки по решетке не ездят. Большая часть ее корпуса сделана из черного глянцевого пластика, который довольно красиво переливается на свету. Но не сказал бы, что это практично. Глянец он марки, оставляет очень легко отпечатки пальцев, а если протирать грубой какой-нибудь мочалкой или губкой, то появляются микроцарапины, и это очень становится заметным. Сзади у нее, как видим, все тот же глянцевый черный пластик и разъем для подключения кабеля питания. Такой же он, как и у компьютерной техники, что позволяет легко заменить кабель в случае повреждения. Но все же пластик здесь хоть и глянцевый, но более плотный и более прочный, нежели в современных кофеварках той же Gadget Vivo или Saeco Poemi. Там он даже больше прогибается. Здесь он так вот не прогибается легко, как у тех аппаратов. Поддон здесь довольно вместительный, а решетка у него пластиковая, причем полностью. В поддоне имеется вот такой вот красный поплавок, который показывает, насколько поддон заполнен и когда пора его опустошать. С этим тут все хорошо. Единственный минус, который мне не понравился, это то, что краска на решетке поддона, она будет частично облезать. Это все от чашек, от дребезжания, трения. Но так как это рабочая поверхность, от этого никуда не деться. Даже на металлических решетках видны микроцарапины от этого всего. Может быть, оно не так заметно, как на пластиковой решетке, но тем не менее функции она свои продолжит выполнять. Сверху располагаются кнопки, а за ними платформа для прогрева чашек. Но она небольшая, максимум сюда станут 3 чашечки. И прогрева тут нету от слова совсем, так как платформа расположена не над бойлером, а за ним. И даже пассивно она тут не нагревается. Кнопок тут всего 3. Включение, эспрессо и режим пара. И 2 индикатора. Это индикатор включения и индикатор готовности зеленого цвета. По управлению, я думаю, тут все просто, отдельных объяснений это не требует, как у любой классической кофеварки. Бак для воды здесь на 1 литр, и располагается он довольно удобно, можно сказать, с фронту кофеварки. Сразу видно, сколько воды осталось, а для заполнения водой его даже не нужно снимать. Достаточно край бака выдвинуть в бок и уже заливать воду в бак, а потом вернуть его обратно.
Бак, естественно, снимается, но делать это каждый раз для того, чтобы залить воду в него, нет необходимости, разве что только для периодического мытья. Недостатком такой реализации можно сказать то, что, вытаскивая бак, нужно учитывать, что трубка будет мешать, и ее нужно как-то аккуратно подгибать. Но с другой стороны, это плюс в плане того, что тут не используются различные разъемы, в которых очень часто протекают резинки. Особенно это заметно в поэмиях. На недавнем обзоре я как-то показывал этот недостаток, где даже из-за протекания начало ржаветь днище. Капучинатор тут в виде латунной трубки. Вот она, которая вращается в одной плоскости. На ней находится сайковская насадка Панарелла, которая обычно ставится в большинство моделей. Можно взбивать как самой насадкой, так и, сняв ее, можно взбивать самим соплом, что дает массу возможностей взбить пенку под латте-арт, к примеру. Ручка пара здесь довольно компактная, но при этом на ней есть грани, которые не дают руке проскальзывать, и крутить ее довольно удобно. Придраться тут можно только разве что к отсутствию шарнирного крепления трубки пара, но учитывая, что это практически бюджетный аппарат, то и требовать от него этого не стоит, конечно же. Группа здесь используется типичная для сайковских аппаратов на 54 мм. Крепление полностью алюминиевое, то есть оно не пластиковое, как у многих китайских аппаратов. Накладки здесь есть, но они не такие большие, как, допустим, у Поэмии. И особых проблем с ними никогда в моей практике не возникало. Рожок, как в Поэмиях, тут не выдавливает. Все держится довольно плотно и надежно. Ну и пару слов хотелось бы сказать о рожке. Он тут в принципе стандартный сайковский с клапаном Perfect Crema. По сути, этот рожок с улучшайзером, но сделано тут все довольно грамотно. Клапан представляет собой затычку, которая прикрывает отверстие до момента, пока в рожке не создастся необходимое давление, после чего клапан открывает отверстие и фиксируется в таком положении. А экстракция продолжается, и кофе выходит в чашку. С первого взгляда это похоже на принцип действия двухдонного сита, но отверстие здесь не такое маленькое в диаметре и не создает жиклерного принципа замедления потока, проходимой через таблетку кофе воды. Поэтому сам клапан здесь используется в основном как для предсмачивания, чтобы вся таблетка по возможности равномерно смочилась водой и после уже пошел пролив. А это значит, что дальнейшая экстракция после открытия и фиксации клапана во многом будет зависеть от того, насколько вы правильно подошли к приготовлению, подобрали ли помол и хорошо ли притрамбовали таблетку. Ну и насколько свеж сам кофе. Если все сделать хотя бы с минимальными стараниями, то и результат будет похож на неплохой эспрессо с глянцевой и плотной крема. И по вкусу точно понравится. А если просто использовать магазинный молотый кофе, то и на выходе будет некое подобие эспрессо, а крема будет похожа, к примеру, на пивную пенку с большими пузырями. Когда мы ее будем тестировать, то я покажу, как на таком рожке с улучшайзером получается эспрессо с красивой глянцевой крема-пенкой и довольно приятным ароматным вкусом. Думаю, с внешним осмотром все понятно, поэтому смотрим внутрь. Так, аппарат в процессе сборки, поэтому можно посмотреть, из чего он все-таки состоит внутри. Вот его крышка. Плюс крышки в том, что снимается она полностью и все остальное доступно сразу к осмотру. То есть не надо куда-то там заглядывать, подлезать, все сразу доступно. Крышка держится на одном болтике сзади и двух снизу, отсюда. Откручивать лучше каким-нибудь ключиком, потому что отверточкой просто не пролезть. Еще быть нужно аккуратным в том, что передняя вот эта вот панель, она держится тут на защелках. И когда будете снимать, то вот здесь этот шток, он не выкручивается полностью, поэтому нужно будет как-то аккуратно поворачивать так, чтобы снять вместе со вставленным штоком и не снимая вот эту крышку, потому что есть большая вероятность поломать эти защелки. Конструкция здесь классическая бойлерная. Для управления температурами для нагревов пар и эспрессо есть два термостата. Третий термостат служит в роли предохранителя. Он здесь специально многоразовый с кнопочкой, которая в случае, если он перегревается, срабатывает и кнопочка отщелкивается. Потом можно его повторно использовать. Кнопки здесь все механические с фиксированным нажатием. Все сделано доступно, просто. Сзади находится помпа. В данном случае стоит тоже итальянская помпа, не Улька, а CME. Она тоже примерно на 47 или 48 ватт. Она примерно такого же качества, с полностью металлическим штоком. В данном экземпляре
стоит просто фитинг сразу же с помпы, идущий в бойлер через тефлоновую трубку. Плюсом тут, конечно, является то, что зажимы винтовые, а не шпильки, как у большинства новых аппаратов. Такие зажимы, они обычно не текут никогда. Но есть такие варианты аппаратов, в которых здесь стоит полноценный ОПВ-клапан. Вот так вот выглядит этот ОПВ-клапан. Полностью латунное основание. Здесь есть возможность для того, чтобы регулировать давление, при котором будет он срабатывать. Устанавливается он здесь вот так вот. Вниз идет как раз, тут есть отверстие, уходящее прямо в бак. Это такой дренаж. В случае, когда превышается давление, оно стравливается. Точно такие же ОПВ-клапаны стоят в Gadget Evolution. Точно с таким же размещением. Есть один нюанс по поводу этого клапана. Казалось бы, клапан есть, и что еще нужно? Можно вроде и регулировать, но регулировать его не особо получится. У всех у них по максимуму зажатая пружина, а здесь завальцовано так, что выкрутить больше этот стопор его не получится. Поэтому, хоть он и есть, но он полностью закрытый. Для того, чтобы его хоть как-то переделать, нужно здесь стачивать и выкручивать, собственно, сам шток. Это сделано было для того, чтобы полностью нормально работал вот этот вот рожок с клапаном. То есть на случай, если пользователь заложит туда очень сильно мелкий помол, и в таком случае, чтобы оно его хоть как-то продавило, ставят полностью закрытые вот эти вот OPV клапаны. Смысла с них, в принципе, я не вижу. Даже как предохранительные клапаны они вряд ли сработают, потому что полностью закрытые. Поэтому в некоторых моделях я встречал также такой вот простой Г-образный фитинг, как в данном случае. Собственно, это и есть, наверное, самое логичное использование в этом моменте. Если клапан зажатый, то и смысла его ставить особо нету. Также по поводу крана пара. Он латунный, просто он окрашен в такой серебристый цвет. У меня попадались модели, у которых завальцовки не было. Это, наверное, более старые модели. А в основном у них есть такая небольшая завальцовка, которая не позволяет выкрутить полностью этот шток. А также там есть стопорное кольцо, которое тоже не позволяет его до конца выкрутить. Тем не менее, хоть он и не разборной в обычных условиях, но работает исправно, как бы проблем никогда с протечками у него не возникало. Думаю, обзор внутренней части можно заканчивать. Если подвести итоги и выделить плюсы-минусы, например, плюсом является то, что все-таки здесь хорошие материалы и все хорошо и добротно собрано. Разбирается он легко, обслуживается тоже легко и удобно. Здесь, в общем-то, и нечему ломаться. Я не видел никогда, чтобы ломались вот такие вот кнопки, чтобы перегорали индикаторы или что-то происходило с термостатами. Все довольно качественно и надежно работает. Тен здесь съемный, его всегда можно заменить. А такие тены, несмотря на сам возраст аппарата, использовались еще в аппаратах 90-х годов, который, например, это как было недавно на обзоре Saeco Samba, и в аппаратах нынешних Saeco Poemia, а также Gadget Vivo, которые идут на вот таких вот бойлерах, потому что есть еще Grand Gadget, которые используют силуминовые бойлера. Поэтому даже приобретая старый аппарат, можно всегда быть уверенным, что на него можно найти и тен, и термостаты, и любые другие элементы обвязки бойлера. В общем, аппарат по начинке, я бы сказал, имеет только плюсы. Негативных моментов здесь я, в принципе, не обнаружил. Таких, чтобы их можно было и нужно было упоминать. Единственное, что может быть, это использование в некоторых аппаратах вот такого OPV клапана, которое нецелесообразно, потому что увеличивает его итоговую стоимость, но не дает никаких преимуществ. Также то, что обслужить вот этот вот вентиль пара будет не сильно-то удобно. Если что-то случится с внутренними уплотнителями, которые здесь обычно стоят, то как бы его разобрать будет непросто. Проще будет, наверное, просто его полностью поменять. Возможно, для этого оно и делалось. Думаю, на этом можно заканчивать. Собираем его и будем переходить к тестированию. Аппарат собран, у нас все приготовлено для того, чтобы его протестировать. Сперва включим, пускай он греется. Тестировать аппарат мы будем на стандартном его рожке.
Дело в том, что я уже показывал варианты, как готовят сайковские аппараты на рожках без каких-либо клапанов или улучшайзеров. Но этот аппарат всегда шел с таким рожком, и в принципе я сегодня покажу, что даже с рожком, с таким вот клапаном, все-таки стоит подбирать помол и темперовать, потому что это дает гораздо лучший результат, чем просто насыпал кофе и вставил без какой даже минимальной трамбовки. Закладка у нас будет 17 грамм. Теперь мы будем его темперовать. Как видим, крема-пенка получилась прям такая, как на рожке без какого-либо клапана. Она вышла глянцевой, она вышла плотной, и цвет ее тоже хороший, что говорит, в принципе, о неплохой термостабильности. Поэтому, как видите, даже рожок с вот таким вот Perfect крема клапаном способен дать хороший результат на эспрессо. Итак, аппарат нагрелся. Сперва следует спустить немножечко воды, которая остается в паровом тракте, но слишком много стравливать не стоит, потому что бойлер все-таки небольшой, и если слишком много пара стравить, тогда его может быть недостаточно для того, чтобы взбить молоко. Вот только что опять включился тен. Как только почувствовалось, что пар начинает заканчиваться, тен, в принципе, включился сразу. Молоко взбилось довольно неплохо, но все же это во многом зависит также и от молока. Если не получается на каком-то определенном производителе, советую искать другого. Результатом теста я более чем доволен. Эспрессо сделать удалось, и сделали мы его на рожке с клапаном без каких-либо доработок. Пусть это будет немножко не тот уровень, что можно получить от Gadget Classic или даже Evolution, и далеко не тот, что дает аппарат с латунным бойлером по типу Elite. Но как для бытового рожка на нержавейке с кремоклапаном, это отличный результат, до которого многим конкурентам, особенно нынешним, еще расти. Я, конечно же, попробовал и скажу, что чувствуется и аромат, и кислинка. Может быть, не так ярко выражены ягодные дескрипторы, но для этого уровня это максимум, который на стоковом варианте не способны дать, наверное, большинство аппаратов, особенно китайского ноунейма. По поводу молочной пенки, то взбилась она очень хорошо. Несмотря на то, что очень многое зависит от самого молока, делается здесь все просто и удобно. Питчером можно без проблем подлезть под трубку пара. Ее наклон вполне удобный, чтобы без проблем взбить пенку. Что по поводу, стоит ли ее рассматривать к покупке на вторичке? Однозначно да. Особенно как первый аппарат, с которого можно начинать знакомство с темой домашнего эспрессо. И уверен, что даже те, кто вырастут с нее, с этой темы, и в дальнейшем перейдут на просъемерки, то все равно не расстанутся с простенькой и надежной кофеварочкой. Harmonia подойдет как и для тех, кто любит кофе, так и для тех, кто покупает ее ради молочных напитков. Также я бы рекомендовал обращать внимание во время покупки только на среднюю и топовую модели, которые на бойлере из нержавейки, так как, не зная того, как за ней ухаживали прежние владельцы, а вот аппарат на алюминиевом бойлере, хоть и тоже в принципе сделает неплохой результат, все же я бы не рекомендовал, потому что они могут быть в запущенном состоянии. Мне, например, встречались экземпляры, уже прогнившие насквозь. Понять это при внешнем осмотре, при покупке, допустим, на той же почте, практически невозможно. Поэтому я и рекомендую брать только те, которые идут с нержавеющими бойлерами. Думаю, на этом наш обзор можно заканчивать. Если у кого-то остались вопросы, задавайте в комментариях и подписывайтесь на канал. Всем пока, вкусного эспрессо, а мы обратимся за оценкой к нашему эксперту.
Я думаю, это отлично.